Новинка форм-фактора вкладыша, который имеет при себе отличное звучание, хорошие микрофоны, стабильную работу, официальное приложение с 4 звуковыми эффектами, а также качественные материалы, привлекательный внешний вид, небольшие габариты, водонепроницаемость IP54 и хорошее время автономной работы, которого однозначно хватит многим. Обо всем этом можно узнать из рекламы к беспроводным наушникам под названием Vivo TVS Air. К слову, Vivo TVS по мне были лучшими беспроводными ушами по звуку, что я слушал за последние несколько лет. Но как же на самом деле дела обстоят именно у этой модели, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать, наконец-то, продолжение эпичной линейки от кого? От Vivo. Vivo Air. И чем эти наушники хороши? В первую очередь то, что это корпорация BBK. BBK уже давно плохого не делает, в отличие от Xiaomi. В чем особенность была у их первых Vivo наушников, ТВС-ок, вкладышей? В том, что это были, по мне, лучшие вкладыши на рынке. Но стоили они космос. Эти стоят ровно в 2 раза меньше, чем та модель. Ту модель уже нереально купить, во всяком случае, в новой реинкарнации. Эти выглядят попроще. После первых Vivo TVS вышла еще облегченная версия с кодеком aptX Adaptive. Но мы не будем вспоминать историю, мы самое главное посмотрим, что у нас здесь. Здесь, кстати, самая красивая подача кабеля, которую я когда-либо видел от TVS наушников. Вообще молодцы. Кабель стандартный, документация, которая, возможно, вам будет важна. И мы здесь что можем наблюдать? Разумеется, QR-код под программу, наверное. То, каким образом запихивать эти наушники в уши, как заряжать. Заряжать, разумеется, через Type-C-шный вход. Выглядят классно, в ушах вообще не ощущаются. Сейчас посмотрим, сколько они весят. 3,4 грамма. Ну, 3,5. Welcome. И 30,7 грамма весит бокс. Из интересного, разумеется, примеры микрофонов в помещении, в студии вы услышите, на улице услышите, автономность измерю, послушаю, расскажу вам. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. И да, Xiaomi 12 Ultra я купил. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого сейчас разыгрываются беспроводные наушники Sony и защищенный смарт. Все условия в описании. Подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи по ссылке в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводным наушникам. Полетели. В продаже имеется 2 стандартные расцветки. Белая и черная. Дизайн бокса в стиле Vivo. Зарядный бокс изготовлен, по всей видимости, из матового пластика. Тактильно материалы приятные. Потертости и царапины на нем моментально не остаются, но советую сразу же приобрести кейс под него. Габариты небольшие, 56 на 52 на 23 мм. В кармане бокс не мешается. Сборка меня порадовала, никаких зазоров я не обнаружил. На корпусе расположили название производителя, кнопку для сопряжения, разъем USB Type-C и LED-индикатор. Все более чем стандартно. Открыть одной рукой крышку бокса можно без проблем. Крышка в открытом состоянии фиксируется, притом довольно хорошо, и самостоятельно не захлопывается. Шарнир пластиковый и люфт у крышки есть, но минимальный. Хлопок звонкий, но не раздражающий. Внутри находится краткая информация мелким шрифтом и 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют, если попытаться их вытряхнуть, то нужно будет приложить много усилий, так как магниты, удерживающие наушники, отличные. Емкость аккумулятора 430 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 13 минут, беспроводной зарядки нет. Наушники можно перезарядить от бокса стандартные 3 раза, саморазряд у бокса лично я не наблюдал, что особенно хорошо, учитывая, какие последние модели у меня были. Переходим к наушникам. Изготовлены они из глянцевого пластика, и материалы отрабатывают как магнит для пыли. Внешне наушники выглядят хорошо, и из-за темной расцветки не видны места стыковок. Сборка отличная, материалы тактильно тоже кажутся качественными. Габариты 30 на 16 на 16 мм, звуковод овальной формы 4,1 на 7,1 мм. Звуковод не имеет металлическую сеточку, и это, правда, слегка разочаровывает. Посадка комфортная, сидят наушники хорошо и дискомфорта не доставляют даже при длительном использовании. Но хочу отметить, что эргономика данной пары, как для вкладышей, практически стандартная, и людям, которым подходят вкладыши, они точно понравятся по посадке. А вот людям, у которых из-за формы ушной раковины вкладыши садятся неплотно, могу посоветовать купить силиконовые насадки, которые действительно спасают. Вернемся к наушникам. Из ушей выпирают не сильно. Для занятий
занятий спортом Vivo Air не совсем подойдут, так как при активных движениях они могут и вылететь. Далее, на корпусе расположили два контакта для зарядки, 4 микрофона в общей сумме, маркировку left-right и сенсорную область. Из тапов на борту play-пауза, переключение треков, вызов голосового ассистента, ответ, сброс вызова. Одиночного тапа нет и ложных срабатываний, соответственно, тоже. На тапы откликаются наушники хорошо, но все довольно скудно, так как одновременно назначить команды переключения треков и плей-паузы возможности нет. Озвучивание я не обнаружил. Летим дальше. Оснащены Vivo TVS Air динамическим драйвером на 4,2 мм с подвижной катушкой. Частотный диапазон стандартен от 20 Гц до 20 кГц. Заряд наушников в шторке отображается. По одному работают, переподключение бесшовное, что особенно хорошо. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Между двумя последними подключенными смартфонами переподключаются наушники спокойно, но полноценного мультипоинта на борту нет. Датчики автопаузы не завезли, как и анимации. Емкость аккумулятора одного наушника 29 мАч, полный цикл зарядки занимает 58 минут. Время автономной работы этой пары по кодеку AAC на 80% громкости у меня составило 4 часа 7 минут. В целом этого уже достаточно. Также есть быстрая зарядка, и 10 минут по моим тестам в боксе дают 1 час прослушивания музыки в тех же условиях. Далее, наушники имеют водонепроницаемость класса IP54, я искупал в воде, по итогу с ними ничего не произошло стандартно. Внешне они не пострадали, функционал остался рабочим, как и микрофоны. Но вам я однозначно не советую такого делать, напоминаю, что для этого должно быть IPX7, как минимум. Далее, Vivo TVS Air подключается к приложению под названием Vivo TVS. Приложение на русском языке, перевод не лучший, но хорошо, что приложение не на китайском. На главной странице с наушниками мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности, что удобно и не всегда встречается, настройка общей конфигурации, настройка тапов, звуковые эффекты, которых 4 вида, но кастомного эквалайзера в стоке в этой программе нет. Обновить прошивку возможности есть, но мне обновления еще не прилетали. Bluetooth почти последней версии 5.2, из кодеков на борту только SBC и AC, связь со смартфоном держит хорошо, через две стены не отваливались и фризов я не наблюдал. Производитель заявляет о задержке минимум 117 миллисекунд. Задержка на YouTube приемлемая. В играх задержка заметная. Играть можно, но если вам не особо важно, чтобы звук и картинка были максимально синхронизированы. Но я ожидал от этих наушников лучшего по задержке. Может быть, с новой обновой допилят. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума АИ отрабатывают они хорошо. Перегруза практически нет. Примеры вы сейчас услышите как в помещении, так и на улице. Ну что, продолжение легенды. Это Vivo TVS Air. Тест в студии. То есть это идеальные условия обстановки для того, чтобы записывать микрофон, либо записывать распак. Вот так, если в таких условиях вдруг вы окажетесь, вас будут слышать собеседники. Но все это, это идеально. Вряд ли такое получится, поэтому скоро вы услышите, как это все дело работает на улице. Смотрим. Пример работы микрофонов Vivo TVS Air. И сейчас максимально некомфортные условия для них. Почему? Первое, задувает ветер справа от меня. Второе, сейчас мимо меня проезжал довольно громкий автобус и противный. Если разговаривать громко и четко, даже при этом очень сильном ветре, то примерно так вас будет слышать собеседник.
Смотрим. Звучание. Запаса громкости, как для вкладышей, достаточно. Я прослушивал музыку не выше, чем на 85% громкости. Стоковое звучание звучит чисто. Звучание качает, с низкими частотами все стандартно для вкладышей. Это вам не Huawei FreeBuds 4. Середина с неплохой проработкой, высокие звучат приятно. Каша присутствует, но только если выкручивать громкость выше 90%. Сцена средняя, глубины маловато, а вот детальности звучанию достаточно. Вокал Vivo TVS Air отыгрывают хорошо, как и инструментал. Я прослушивал различные жанры музыки, и во многих они себя показали хорошо. В общей картине звучание достойное, как для вкладышей, мне понравилось. Особенно они хорошо справляются с женским вокалом. Из минусов: нет датчиков автопаузы, задержка в играх, особенно в шутерах, не радует, нет возможности настроить полноценно тапы, некачественный перевод в приложении и, конечно, хотелось от Vivo чего-то бомбезного из разряда активного шумоподавления, как предлагает Huawei. Но нет. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Скорее всего, она вас очень приятно порадует, потому что то, за какие деньги продавали Vivo свои наушники до этой модели, это был космос. Сейчас все более чем адекватно. Резюмирую. Vivo TVS Air хороший выбор, если вам нравится форм-фактор вкладыши. За свою стоимость качественные материалы, хорошие микрофоны, неплохую автономность, официальное приложение и отличное звучание. Звук меня и правда порадовал, но прошлые их модели были лучше, и напомню, что кое-кто был с кодеком высокой четкости. Но Vivo про это забыли, хотя ждем, может быть, выгрузят что-то эпичное. В прошлый раз же у них получилось. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок, нас там уже больше 60 человек. В комментариях пишите, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. В перспективе завтра вы увидите Honor-овские часы уже в глобале, я думаю, вы поняли, о чем я. После этого, наверное, Xiaomi Redmi Note 11T Pro или 11E Pro. Пишите в комментах, что хотите больше. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.